Медведь регулярно появлялся на кладбище по ночам. Люди установили камеру и не поверили своим глазам. Действительно ли дикие животные могут дружить с людьми? Неужели они способны скучать и грустить по тому, кому были преданы многие годы? И если да, то как они проявляют свои чувства после смерти своего друга? Это удивительная история о дружбе между человеком и медведем и о том, как повело себя животное после смерти своего лучшего друга – человека. Произошло это много лет назад. Небольшая деревня постепенно вымирала. Молодые люди один за другим уезжали в город, и только пожилые оставались доживать свой век. Среди них жила одна пожилая женщина. Она была слишком слаба, чтобы вести хозяйство, поэтому ее сын время от времени приезжал из города, чтобы помочь ей. Когда женщина скончалась, молодой человек решил остаться и жить в ее доме. Он часто ходил в лес на охоту и однажды во время очередного похода обнаружил медвежонка, мать которого была убита браконьерами. Парень сжалился над малышом и принес его домой. Шло время. Медвежонок вырос в огромного медведя, который выглядел устрашающе, но на самом деле был очень добродушным. Косолапый настолько привык к людям, что свободно передвигался по деревне, никого не беспокоя. Жители быстро привыкли к его присутствию и больше не боялись животного. Однако мужчина, приютивший и вырастивший медведя, вскоре заболел пневмонией и умер. Родственников у него не было, поэтому его похоронили на церковном кладбище. Вся деревня искренне скорбела о его смерти, потому что он был добрым и отзывчивым человеком. Местные жители начали беспокоиться о том, что теперь будет с медведем. Он был приручен и вряд ли смог бы выжить в дикой природе. Но, похоже, у косолапого были свои планы. На следующий день после смерти друга он сам ушел из деревни, и больше его никто не видел. Прошло время, и жители постепенно начали забывать об этой истории. Спустя 3 года умер еще один мужчина, и его решили похоронить на том же кладбище. Когда люди пришли к месту захоронения, они сразу обратили внимание на могилу того самого парня, у которого жил медведь. Она была хорошо протоптана, словно ее часто кто-то навещал. Но кто это мог быть, если у покойного не было родственников? Заинтригованные жители решили проследить, кто так часто приходит к этой могиле. Таинственный гость не заставил себя долго ждать. Местные жители не поверили своим глазам. Это был тот самый медведь, который исчез сразу после похорон. Оказалось, что все это время он приходил на могилу своего друга. Животное долго сидело возле надгробия и издавало звук, похожий на тихий печальный рев. Медведь выглядел истощенным, худым и измученным. Было видно, что он сильно тоскует по своему другу. Это зрелище тронуло людей до глубины души. С тех пор жители деревни начали приносить еду на могилу для верного животного. Как медведь нашел место захоронения, так и осталось загадкой. Но сам факт того, что он регулярно приходил туда, поистине достоин восхищения. Это пример настоящей дружбы между человеком и диким зверем. Даже смерть не смогла их разлучить.